Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас по-прежнему 26 октября, четверг. Это мое второе видео за сегодняшний день. Я вам напомню, что в предыдущем видео я выразил предположение о том, что нравится республиканцам или не нравится в Палате представителей, но придется выделить деньги на помощь Украине, предоставить вооружение дополнительное, потому что ситуация на Ближнем Востоке складывается таким образом, что мы, в общем-то, стоим не то что на пороге, может, одной ногой уже туда переступили, в сферу горячей войны, причем войны не с Хамасом, Хизбаллой, а вполне возможно и даже вероятно, я бы сказал, с Ираном. А это уже совсем другое развитие событий, это уже непосредственное столкновение двух осей. С одной стороны, зла, которое заварило эту кашу, начиная с агрессии Путина против Украины, а теперь с открытия второго фронта под непосредственным руководством Ирана, второго фронта в борьбе против сил добра, это против Израиля. Ну и вот теперь мы находимся на пороге настолько, то есть ситуация сейчас по всем фронтам развивается настолько стремительно, что, в общем-то, такое впечатление, что республиканцам и деваться некуда будет. Ну, я вернусь на день раньше, то есть вернусь к вчерашнему дню, когда происходили выборы спикера. Так вот, накануне одно из изданий, близких к Пентагону, опубликовало статью, как раз накануне выборов спикера. Статью Джонатана Лорда, который был бывшим разведчиком, работал военным аналитиком в РУМО, разведуправлении Министерства обороны. Затем он был директором по Ираку в аппарате заместителя министра обороны. А также он был сотрудником комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей. То есть самое то, что надо. Он знает все, как работает аппарат, как в Конгрессе, так и в военном ведомстве. Интересен заголовок статьи. «Кризис наступил. В Палате представителей нужен лидер, думающий о национальной безопасности». И дальше краткие тезисы о том, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой утвердить пакет в 106 миллиардов долларов, потому что это требует срочно вопросы, проблемы национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что вооруженная Ираном, Китаем и Северной Кореей Россия продолжает преступную войну против Украины. Теперь, значит, практически одновременно под непосредственным руководством Ирана осуществлено нападение на Израиль, и в результате, значит, кризис по всем направлениям, плюс еще кризис, потенциальный кризис в Индо-Тихоокеанском регионе, это Тайвань. Таким образом, Америка и ее союзники, партнеры оказались перед лицом многочисленных кризисов. И в то же время целая ветвь власти, Конгресс Соединенных Штатов, не может функционировать. И требования. Требования, я считаю, что эта статья представляет собой позицию, причем достаточно твердую, военных кругов Соединенных Штатов. Настало время настоящим лидерам в Палате представителей сделать шаг вперед и найти двупартийное решение для восстановления порядка в Палате представителей. Военные требуют порядка, прекращения бардака в одной из палат законодательного органа Соединенных Штатов Америки. Это серьезно, господа, такого я, откровенно говоря, не припомню. И дальше. Выражения-то какие? Слова, слушайте внимательно. В большом шатре республиканской партии развелось слишком много цирковых площадок.
Это вообще беспрецедентное заявление. То есть, так, шутки шутками, есть разговоры про Шапито в Киеве. Оказывается, что в Большом шатре республиканской партии Соединенных Штатов их много есть. Как говорил Беня Крик, их много есть у меня, цирковых площадок. После 2 недель бездействия американцы и весь мир больше не могут ждать, пока это все будет продолжаться, пишет автор статьи. Что нужно сделать? Что нужно сделать, чтобы встретить этот кризис лицом к лицу? Для этого нужно сделать одну вещь. Нужно отказаться от вот этой человеконенавистнической, я бы сказал, межпартийной борьбы, когда они, как враги, как ось добра против ось зла. Правда, я не буду сейчас определять, кто есть кто, но действительно, чуть ли не как смертельные враги. То есть страна перед угрозой страшнейшего международного кризиса, чуть ли не Третьей мировой войны. И нужно это все заканчивать каким образом? Отказаться от этой партизанщины и перейти к работе на двупартийной основе. Нужен спикер, и он или его окружение это должны быть настроены на национальную безопасность республиканские лидеры, которые совместно в координации с демократической фракцией Палаты представителей должны неотложным образом заняться поисками ответственного кандидата. Ну, тут речь еще буквально накануне, она утром вышла накануне вчерашних выборов. И таким образом, значит, должно быть соглашение республиканцев и демократов, которое поставит нацию выше партии. Знаете, как вопрос стоит? Нация в опасности. То есть решение найдено. Что нужно сделать? И это не глаз вопиющего пустыни, скажу я вам, потому что, когда я вам рассказывал, что накануне Второй мировой войны вот нечто подобное было в стране. Тут сейчас, правда, слава богу, с экономикой все хорошо, по большому счету. А тогда и с экономикой было очень плохо. И фашистская партия здесь открыто работала. И по большому счету страна к войне, к большой войне на суше готова абсолютно не было. Народ был подавлен, моральное состояние американцев было довольно низкое. Но только началась эта Вторая мировая война, как в мгновение ока все изменилось. Эту нацистскую партию как ветром сдуло. Противоречия политические, они просто как пар, или как утренний туман развеялись. Страна собралась в единый кулак и поехали. То есть сейчас вот вопрос ставится так, это военные круги ставят перед законодателями Соединенных Штатов Америки, что нужно, необходимо сделать. Сейчас выбрали спикера. Это не лидер, скажем так, но это не, скажем, не опороченный, не замаранный никакими скандалами и не... То есть рыльца не особо в пушку до такой степени, чтобы его нельзя было отмыть и привести в человеческий вид. Что происходит дальше? Я вам как-то говорил, когда только произошло вторжение Хамаса на территорию Израиля, и, очевидно было, да, что за этим стоит Иран, как оно по большому счету. Постепенно это все подтверждается, что Россия там маячит на горизонте. Но для того, чтобы... То есть Израиль оказался, его премьер оказались в такой ситуации, что нужно предпринимать самые жесткие меры в соответствии с реально происшедшими событиями. И сначала и Израиль, и Соединенные Штаты были очень осторожны в оценках, кто по большому счету виноват в нападении на Израиль. То ли это Хамас, то ли это Иран. А если Иран, то в какой степени? Одно дело там поощрять, давать советы, может быть, деньги, это не прямая вовлеченность в военные действия, в агрессию, в террористический акт, потому что иначе Россия скажет, что НАТО во главе с Соединенными Штатами сейчас фактически участвует
в войне против России. Они болтают об этом, но болтать это одно дело, а другое дело официально засвидетельствовать, что это так. То есть вот с тех пор, с первого дня вопрос я с нетерпением ожидал, что скажут официальные разведслужбы Соединенных Штатов и Израиля по поводу конкретного участия или неучастия Ирана в подготовке, в непосредственной подготовке агрессии или нападения террористического Хамаса на Израиль. И вот вам, пожалуйста, Wall Street Journal, первая газета, которая со ссылкой на свои источники сообщила, ссылаясь на данные израильских разведслужб, что около 500 палестинских боевиков прошли специальную боевую подготовку на иранских объектах накануне, перед атакой 7 ноября. Проходили они эту подготовку в сентябре. Это непосредственное конкретное действие в подготовке вторжения. По словам источника Wall Street Journal, в сентябре около 500 боевиков из Хамас и союзной группировки «Палестинский исламский джихад» приняли участие в учениях или в тренировках, которые проводились под руководством офицеров сил Кудс. Что такое Кудс? Ну, есть корпус стражи исламской революции. Это, так сказать, внутренний военизированный орган безопасности. А есть у него еще боевое крыло боевиков. Это внешняя служба, которая действует за рубежом. Считается очень эффективной, очень сильной. Я как-то пришлось мне встречаться с одним из высокопоставленных офицеров из этого Кудса. Он проходил подготовку, во-первых, он прошел обучение в военной академии в России, военно-воздушных сил, получил диплом пилота, ну и в процессе установил настолько тесные контакты, или его послали уже из Тегерана соответствующей миссии. Короче говоря, он имел такой уровень доверия в Москве, который не всегда бывает, не всегда имеют российские офицеры и даже генералы. Он был как бы связной между Тегераном и Москвой. То есть это очень серьезная организация Кудс, которую серьезно опасаются спецслужбы, крупнейшие спецслужбы западных стран. Так вот, оказывается, Кудс тренировал специально 500 боевиков Хамас перед акцией 7 октября. В учениях принимал участие бригадный генерал, командующий силами Кудс, генерал Каани, а также высокопоставленные палестинские чиновники, о которых я вам рассказывал, что там поголовно 90% из них завербовано уже в 3-м поколении, наверное, потому что дошли 70-е, 80-е годы, они вербовались семьями, включая деда, отца и сына. То есть сейчас у них уже до такой степени разросся этот агентурный аппарат, что он, как сказал тогдашний, назначенный начальник первого главного управления, то есть произошло засорение агентурного аппарата ПГУ этими палестинскими агентами. А с американскими, с китайскими было дело не очень. Поэтому он приказал прекратить или приостановить на неопределенный срок вербовку палестинцев, чтобы как-то так почистить и привести в порядок агентурную работу, аппарат разведки. Израильские спецслужбы говорят, все есть, у них надежные данные о подготовке, и все. То есть, если говорят представители израильских спецслужб, то это практически руководство к действию, потому что Израиль – это страна, которая бюрократически построена правильно, я имею в виду государственный аппарат, где все имеет смысл. Это в Украине, допустим, там балаболит Буданов где-то там на бэкграунде, дает разные безумные интервью, на них можно так, как на шорох орехов,
к ним относиться, слушать, не слушать. А когда израильскому обществу и правительству докладывают израильские спецслужбы, что у нас есть информация, это руководство к действию. То есть отвертеться теперь от этого достаточно трудно, если не невозможно, понимаете? То есть надо реагировать. А какая реакция, если теперь доказано, что Иран имеет непосредственное отношение к подготовке к нападению? А что же американские официальные лица? Они заявляют со ссылками на американскую разведку о том, что у них нет таких данных. Они знают, что в целом Иран там и деньги давал, и подготовку когда-то там делал, и что-то там еще советом помогал, но непосредственно не готовился. То есть американцы не готовы. Для Израиля, который подвергся этой нападению, и народ которого требует отмщения по полной программе, данными израильских спецслужб свидетельствует о том, что надо наносить удар по Ирану. Разведка Соединенных Штатов выражает сомнения, потому что Америка далеко, на нее не нападали, и как-то так, тяжело, а то еще бардак в Палате представителей. Поэтому, администрация Соединенных Штатов в этой ситуации, им отступать тоже некуда. То есть американцы, как я сказал, по моему мнению, они настолько в военном плане уже вошли в эту ситуацию на Ближнем Востоке, как никогда, что отступать-то, собственно говоря, уже и нельзя. Об этом мы дальше тоже с вами будем говорить. Поэтому американцы попросили, давайте, они пытаются отсрочить хотя бы день, два, сколько можно, под предлогом первого, того, что надо еще попытаться провести переговоры насчет заложников. А во-вторых, нужно укрепить безопасность, защиту американских объектов вот в том районе. Кстати, эти объекты после израильских объектов, вторые, которые подвергаются там, реально причем подвергаются, мы с вами об этом говорили, и крылатыми ракетами, и дронами. К счастью, пока это без жертв с американской стороны. Так вот, вторая сторона, которая подвергается реальному нападению там, это американская сторона. То есть в целом израильские военные дали самые резкие комментарии по поводу роли Ирана в оказании помощи Хамас и другим группировкам. Вчера же я смотрел, израильское телевидение, там выступал бывший замминистра обороны. Он цитировал премьер-министра Нетаньяху, который накануне, сказал, что мы идем, уже все готово, и мы идем в сектор Газа, наводить там порядок. Этот бывший замминистра обороны призвал оставшееся население в секторе Газа двинуть на юг, чтобы освободить север, потому что именно там будут в основном проводиться операции Цахал. И особенно это касается Газа-Сити, где, как предполагается, находится основная часть подземного города. Сегодня же, по сообщению средств массовой информации, был ограниченный рейд, какая-то специальная группа Цахал в сопровождении танков зашла в севере Газа, решила какие-то проблемы, уничтожила какую-то противотанковую точку, вернулась обратно. Короче говоря, процесс почти пошел. И, я повторяю, США уже оказались, то есть фактически не в 1967-м, не в 1973 году Соединенные Штаты непосредственно не вмешивались в те войны, которые тогда вел Израиль против своих противников. Теперь Соединенные Штаты вот-вот уже там. Причем, что интересно, то есть где здесь сколько, зачастую справедливых было упреков в адрес Байдена в отношении боевых действий в Украине, там недостаточная смелость, надо было больше сразу дать там атакам с F-16. Мы говорили об этом, да, что там самое главное было не допустить
не то что даже Третьей мировой войны, а не допустить применения ядерного оружия, то есть Третьей мировой с ядерным оружием. Иран – это страна, которая, по крайней мере, находится накануне приобретения этого ядерного оружия. Видимо, есть информация у израильтян, у американцев, что этой бомбы еще нет, не готова. Поэтому то есть, есть о чем думать, и есть комплекс задач вплоть до этой самой потенциальной атомной бомбы. То есть есть задачи, которые можно решать в ходе предстоящих боевых действий. Ну и в этих условиях, значит, вот небольшое расхождение, но с американской стороны, то есть если израильтяне, их спецслужбы достаточно жестко и однозначно говорят, что у нас есть точная информация, причем они ссылаются и на представителей Хамас, и на представителей Хезболлы, они ссылаются на представителей государственных структур, своей агентуры в государственных структурах в Сирии. Наконец, они ссылаются, есть такой деятель, Халед Машаль, который, значит, хвастался поддержкой Ирана после уже нападения Хезболлы и говорил, что Иран поддержал нас оружием, опытом, технологиями. Это он сказал в интервью телесети Аль-Арабия. По данным западных и египетских источников, сообщают израильские спецслужбы, с началом атак 7 октября Хамас связался с представителями корпуса Стражей Исламской революции и Хезболлы за рубежом, чтобы сообщить им о начале нападения. То есть речь идет о непосредственной, не просто о подготовке, а непосредственной координации в ходе исполнения этой акции. И с тех пор КСИР, Хезболла, Хамас и другие военизированные формирования в регионе заявляют, что поддерживают тесный контакт для координации своих действий. По словам лидеров боевиков и советника корпуса Стражей Исламской революции, в последние дни командующий силами Кудс бригадный генерал Каани находился в Ливане для консультаций с представителями Хамас и Хезболлы. Ну и как заключение Wall Street Journal со ссылками там на представителей Хамас и Хезболлы сообщает, что силы Кудс помогли спланировать атаку на Израиль и согласовали ее проведение на встрече в Бейруте 2 октября с лидерами Хамас и Хезболлы. Вполне конкретная информация. Соединенные Штаты отвечают, американские спецслужбы отвечают более общими оценками. И единственная конкретная оценка у них состоит в том, что у них есть якобы сведения, которые свидетельствуют о том, что нападение 7 октября Хамас на Израиль стало неожиданностью для Ирана. И вы знаете, вот оценивая информацию, которую имеют израильские спецслужбы и американские спецслужбы, считаю, что правда на стороне Израиля. Их информация выглядит солидней по многим параметрам, я не буду сейчас их анализировать, но я верю израильским спецслужбам и считаю, что позиция, то, что доносится из американских спецслужб, она свидетельствует о последних колебаниях, возможно, в Белом доме по поводу того, начинать или не начинать. Тут оттягивается, затяжка идет на часы или на дни, не больше. То есть, скорее всего, все закончится тем, что надо начинать. И по этому поводу та же самая Wall Street Journal пишет статью, которая называется «Красная линия Байдена в отношении с Ираном». В статье сообщается, что Иран фактически дает утечки, некоторые вещи не скрывает, а некоторыми вещами прямо афиширует о том, что он реально стоит за нападением Хамас на Израиль. В этой связи газета цитирует госсекретаря Блинкена, который недавно сделал достаточно жесткое, самое жесткое заявление, которое звучало в последнее время на высшем уровне Соединенных Штатов в адрес Ирана.
Звучало это так. Блинкен предупредил, что США ответят быстро и решительно на любое нападение на американские войска со стороны Ирана и его сторонников. То есть американцы уже там, уже, так сказать, просто так оттуда не уйдешь. А эскалация, она традиционно проходит таким образом. Запускается ограниченный контингент, ну, когда 500 человек, когда 900, когда 2000. Сейчас, по некоторым подсчетам, американцев там до 10 тысяч. Это ох, как много. А сегодня объявлено еще 900. Туда человек отправляется. Это очень много. Через некоторое время оказывается, что этим силам, этому ограниченному контингенту угрожает серьезная опасность. Поэтому надо прислать другой, еще больший контингент, который будет защищать первый контингент, а потом через некоторое время оказывается, что надо присылать третий контингент, который будет защищать первый и второй и так далее. Вот так вот оно происходит, начиная с Вьетнамской войны. Поэтому, значит, вот что сказал Тони Блинкен в деталях. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но если Иран или его сторонники нападут на американский персонал, где бы то ни было, не сомневайтесь, мы будем защищать наших людей. То есть мы наносим ответственный удар. И, как пишет газета, высказывание Блинкена является самым резким предупреждением США в адрес Ирана, прозвучавшим до сих пор из уст самого высокопоставленного американского чиновника. Теперь вопрос. Окей, Тони Блинкен, я его чрезвычайно уважаю, и заявление всецело поддерживаю, но теперь и у меня, и у Вашингтон-Пост возникает вопрос закономерный. А Байден поддержит ли это? Фактически это ультиматум или угроза, это красная линия, которую прочертил Тони Блинкен. А он человек дисциплинированный, как чиновник. Он не несет от себя, но наверняка это было согласовано. Теперь вопрос. Байден, он готов следовать жестко, отвечать или делать то, о чем предупредил Блинкен, если эта красная черта будет пересечена. В этой связи Wall Street Journal напоминает Обаму, помните Обаму, который провел красную черту, это было, по-моему, в 2012 году в отношении режима Асада, в отношении применения химического оружия, обещал показать Кузькину мать. Там было применено ядерное оружие, как потом оказалось. Кузькину мать так и не показали. Ну и вот, значит, вопрос. То есть это будет полная и окончательная дискредитация для Соединенных Штатов, которую они не могут допустить по нескольким соображениям. Первое соображение – Афганистан. Вы помните, как они оттуда уходили, в том числе там, но мы не будем, здесь не принято в Америке ссылать всю ответственность, значит, переводить на предшественника, хотя у предшественника было рыльце в пушку в организации вот этого кризиса. Бог с ним, то есть виноват, да, виноват администрация Байдена, полностью на нем лежит. Потом критика была в адрес недостаточной смелости в России. Но теперь вот последняя черта – это Ближний Восток сейчас, и плюс на носу выборы 2024 года. То есть отступать, как говорится, старине Байдену некуда. Он сам объявил о том, что идет в президенты. Поэтому что тогда, если он допустит безнаказанное пресечение этой черты, то нефиг и идти на переизбрание. Вот в этой, значит, поэтому, что говорит по этому поводу пресс-секретарь Белого дома адмирал Кирби, который в Белом доме представляет, значит, он директор по стратегическим коммуникациям и представляет военные круги США. Он объявил, что Иран в некоторых случаях активно содействует атакам террористов против Израиля, а также, значит, атакам на американские позиции в Ираке и Сирии. Он признал, что цель Ирана – сохранить определенный уровень отрицания войны, двусмысленный, но тут же пригрозил, что мы не позволим ему это сделать. То есть вот эта игра бесконечная Ирана, типа, с одной стороны, мы бравируем, что мы делаем
козу американцам, наши люди постреливают, а в то же время это не мы делаем, а вот попробуйте докажите. Ну, вы знаете, вот эту игру, которую Путин любил разыгрывать. Так вот, Кирби заявил, что мы не позволим это сделать. То есть я это могу только расценивать как сигнал уже от Пентагона, транслируемый через представителя Пентагона в Белом доме о том, что Байден должен, в случае чего, нанести удар. А там американцев обстреливают чуть ли не каждый день. То есть каждый день можно, вот следующий дрон или следующая крылатая ракета будет направлена, будет сбита над базой или рядом с американской базой. И надо, как говорится, мочить Иран. Как пишет Вашингтон-Пост, подтекст высказываний Блинкена и Кирби заключается в том, что в случае нападения с летальным исходом на американские войны, а может быть даже без летального, просто нападение на американские войска США ответят военной силой. И по многочисленным сообщениям, зависящие от Ирана, называют их клиенты, ну то есть это вот вассалы, так сказать, террористической организации, планируют новые атаки на позиции США на Ближнем Востоке. То есть все висит на волоске. И дальше газета, это тоже уникально, это средство массовой информации, как-никак. Она практически требует не ждать, пока кто-то из американских солдат станет жертвой, то есть будет убит в результате этих обстрелов террористов. Нужно наносить сейчас упреждающий удар, сейчас, пока не было жертв, потому что потом, как считает газета, будет уже поздно. Тогда уже будут жертвы среди американцев, это будет плохо, очень плохо. То есть надо сейчас, пока их мало. И дальше. Иран использует своих посредников, имеется в виду террористические организации, своих вассалов, чтобы проверить решимость США. Чем больше атак они совершат, не поплатившись за это, тем больше вероятность того, что Иран повысит ставки. Господин Байден должен осознать парадокс. Наиболее стабилизирующим шагом для региона было бы восстановление Америки как сдерживающей силы. То есть нужно нанести удар. Буквально накануне, как я начал записывать, накануне того, как я готовился к записи этого видео, сообщение из Конгресса Соединенных Штатов, в частности, из Сената. Речь идет о том, что группа демократов, сенаторов-демократов подготовила законопроект, согласно которому Сенат простым большинством голосов, а он не мог этого делать раньше, должен преодолеть вето или позицию сенатора Томми Тубервилля из штата Алабама, республиканца штата Алабамы, который задерживает утверждение более 300 высших военных чиновников, командующих на свои посты. То есть 300, даже более 300 самых высоких военных позиций не заполнено. Среди них, помимо всего прочего, командующий 5-м флотом ВМС Соединенных Штатов Америки, как раз который оперирует там в районе Ближнего Востока. То есть до сих пор как-то это все мирились, а это богадельня тянется уже очень давно сенатором Тубервиллем. Он там уцепился, я не помню, по-моему, что-то да, кажется, да, он уцепился за проблему с абортами, у него все в Штатах, и пока она не будет решена, значит, никаких назначений на высшие военные должности. То есть то, что собирается делать сейчас, это изменение правил. Демократы собираются делать изменение правил, процедуры, что является очень сложным вопросом в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Они чтут процедуру, но то есть, если они пошли на это и именно сейчас, свидетельствует о том, что мы находимся накануне. Вот взять эту всю совокупность и данные израильской разведки, и слабое сопротивление
пока, ну, даже не сопротивление, а отнекивание, я бы скажу так, американской разведки, там, типа, дайте нам несколько дней. Ну, правильно, им надо укрепить безопасность. Они сейчас туда тащат несколько батарей, причем не говорят сколько, Patriot. Они туда тащат систему ТАД, это система защиты территорий от от ракет ближнего, среднего радиуса действия, в том числе баллистических ракет, которые, значит, поражаются не при помощи боеголовок, который взрывается, а просто кинетически. Достаточно эффективная система, очень новая. Впервые ее применили, если я не ошибаюсь, буквально несколько лет назад. Она есть в Израиле, есть, по-моему, в Румынии ее поставили. Это из всех стран НАТО, по-моему, она еще в Румынии есть. И вот ее перебросили туда. То есть такое впечатление, что назревают вообще боевые действия, что они уже вот-вот. Ну и из этого следует. То есть мне говорили, что военные круги очень активно начали уже брифинги. Эти брифинги различных политиков, эти брифинги уже выплеснулись на странице американских средств массовой информации, в частности Wall Street Journal. Wall Street Journal, я полностью поддерживаю ее позицию, жестко требует от Байдена, разъясняет ему, разжевывает, что отступать ему нельзя. Надо показать, наконец-то, силу и кулак. И все это говорит о том, что вот-вот события на Ближнем Востоке станут более масштабными и значимыми, чем они были до сих пор. А это значит реальное столкновение уже не отдельных стран из оси добра, оси зла, а полностью этих двух осей. Из этого следует, значит, что нужно задействовать все силы, которые имеются у каждой из этих. И одной из главных является Украина. Поэтому вот эти все события дают мне основания полагать, что в конце концов Украина получит в достаточной степени всю ту помощь, которая ей необходима для решения своих задач. Задача состоит в том, чтобы нанести поражение Российской Федерации и вышвырнуть ее войска со своей территории. Ну и, наконец, поскольку, как мы с вами обсуждали, в значительной степени одно из этих шапито, по крайней мере, одно из тех шапито, которые имеют место, как говорит, как пишут средства массовой информации США, имеет место в Капитолии, значит, там есть рыжий клоун, который является гуру и вдохновителем, так сказать, духовным группы МАГА, и вот они пляшут под его дудку, и от того, какая у него ситуация в зале суда, так вот, нехорошие новости поступают со стороны Трампа, и нехорошие новости для МАГА, его обожателей. Заключается в том, что прокурор округа Фултон, это там, где ведется судебное заседание, вернее, там, где должны начать слушание по уголовному делу против Трампа в фальсификации результатов выборов 2020 в самом штате и, как следствие, на федеральном уровне. Так вот, помните, я вам говорил, там уже было 3 адвоката, доверенных лиц Трампа, которые принимали участие от его имени под трамповским руководством фальсификации результатов выборов. Поступают новости от телекомпании CNN, что прокурор, который ведет это дело, сейчас обсуждает сделку еще 6 другими подельниками Трампа, которые также обвиняются по этому делу. Всего там около 16, включая Трампа. Значит, 3 уже подписали, договорились с обвинением, будут свидетельствовать против Трампа. Если еще добавится 6, это 9. Это провал. Это полный провал. То есть это
он будет там раздет до стрингов при помощи его же подельников. Ситуация критическая, действительно критическая. Ну и, наконец, средства массовой информации сообщают о том, что Марк Медоуз, он был начальником, руководителем аппарата Белого дома при Трампе. Это вот трамповский Ермак. Ермак, которого все в Украине знают как регента, главного человека в руководстве страны. А кто слышал Марка Медоуз? Я очень сомневаюсь, что многие из моих зрителей, я сам иногда его забываю. А кто знает сейчас фамилию руководителя аппарата Белого дома при Байдене? Вообще, наверное, какая-то там 0,00%, наверное, зрителей вспомнят. Я вот сейчас, у меня из головы вылетело, я не могу его вспомнить, честно говорю. Вот это правильное государство, потому что каждый должен заниматься своим делом, и каждый должен сидеть на том стульчике, который ему предназначен. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Это у нас было железное правило в разведке, понимаете? Если он не знает, это начинается бардак, это провал. Это неизменно заканчивается провалом. Когда уже это с этим вопросом в Киеве будет решено раз и навсегда. Так вот, Марк Медоуз, ему дали разрешение, вернее как, он фактически заключил сделку с прокурором, который рассматривает вот это дело Трампа, и он встречался с прокурором, ведущим это дело, давал показания. Он также выступал с показаниями перед большим жюри. И в этих показаниях он сказал, что неоднократно предупреждал Трампа после окончания выборов 2020 о том, что он их проиграл, и что претензии Трампа на то, что он их выиграл, ни на чем не основаны. То есть Трамп теперь не может сослаться на то, что он реально думал, что он выиграл, что его ввели в заблуждение. Даже Иванка, дочь Трампа, давала показания, что она говорила своему отцу о том, что он эти выборы проиграл. Теперь ближайший его руководитель аппарата Белого дома подтверждает, что он говорил Трампу, что он проиграл эти выборы. И, наконец, он назвал его бесчестным, Трампа, за то, что буквально через несколько часов после того, как были закрыты избирательные участки, еще не было официального оглашения результатов выборов, а Трамп уже официально объявил о том, что он знает, что он выборы выиграл. И вот с этого и началась вся вот эта канитель, которая привела к этим делам уголовным, к штурму Капитолия 6 января, ну и вот этому 91 пункту обвинения против Трампа. Вот на этом, дорогие друзья, то есть я к чему это все рассказываю? Это же все фишки, они складываются в определенную мозаичную картинку. И пока она складывается сложно, для Трампа плохо, а для Украины все должно быть, я верю, в здравый смысл. Сумасшедшее, безумие, идиотизм, они имеют место везде, в том числе в Соединенных Штатах. Это происходит в условиях безделия, когда реально нечего делать. Тогда мозги перестают работать, заплывает жиром, происходит какая-то дебилизация государственного аппарата. Но теперь, как мы видим, запахло жареным, петух клюнул, отступать некуда, надо включать мозги. Поэтому, дорогие друзья, позвольте мне закончить на этом это видео. Слава Украине и ее вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. То же самое произойдет с врагами Израиля. Вам, дорогие друзья, желаю выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!